Друзья, всем привет, с вами Александр на канале Минер, и сегодня говорим про одну очень интересную игру, которая позволяет заработать здесь и сейчас. Игра эта называется Golem Overlord. Она сейчас большими темпами набирает популярность во всем ютубе, потому что здесь действительно интересная механика. В первой части видео мы разберем, в общем-то, интерфейс игры, как происходит процесс, какие у нас есть показатели, как в целом играть, какие есть стратегии. А во второй части игры я расскажу, как здесь зарегистрироваться, потому что здесь есть определенные особенности. Поскольку игра построена на блокчейне Hive, с которым вы, скорее всего, не знакомы, как, собственно говоря, и я не был знаком еще там буквально 2 дня назад, потому для вас это будет незнакомо, местами непонятно, но я все детально и подробно вам расскажу, так что каждый из вас сможет зарегистрироваться. Чтобы начать играть, нам нужно долларов 10-15, там в зависимости от курсов токенов, плюс-минус. Это минимальная сумма, с которой мы можем начать. И еще буквально пару дней назад можно было спокойно вообще-то реально начинать с 10 долларов, и через 2 дня вы как бы уже выходили в плюс. Но сейчас уже количество пользователей увеличилось и стало немного сложнее. И чтобы игровой процесс шел быстрее, то желательно заходить сюда долларов на 20-30, чтобы вы сразу могли прокачать некоторые параметры, о которых я вам сейчас расскажу. Но по реальным отзывам людей, с которыми я общался, здесь все реально работает, зарабатывается и выводится. Перед собой вы видите аккаунт, который я зарегистрировал, часов 13 назад, то есть вчера я этот аккаунт регистрировал, и здесь не прошло даже суток, то есть с момента, буквально, сколько там, 3 энергии по 4 часа, 12 часов, на самом деле чуть больше, да, около 15 часов назад я здесь зарегистрировался. Аккаунт я уже немножко прокачал, и за это время у меня наманилось 1,5 монетки, правда, кое-что у меня уже успели украсть. В чем же заключается суть игры? После того, как мы зарегистрировались, у нас, скажем так, первого уровня наш персонаж, у него вот все показатели здесь по единичке, у меня уже, как видите, некоторые прокачаны. Наш доход будет составлять 5,4 токена в день. Токены, которые мы здесь зарабатываем, называются PART. И сейчас вы видите обменник, в котором видно, что токены PART соотносятся к токенам Hive как 2 к 1. То есть токен PART в 2 раза дороже, чем токен Hive. А токен Hive торгуется уже довольно давно. На CoinMarketCap есть информация, с начала года, с 1 числа. И он, в общем-то, особо не пампился. То есть он появился по цене 25 токенов. Сейчас его цена там 41 цент. Потому как бы все довольно стабильно, без каких-то резких перекосов. Токены PART и токены Hive можно свободно обменять в обе стороны. А прибыль мы уже выводим непосредственно в токенах Hive. На любую биржу, как вы видите, торгуются токены Hive на всех топовых биржах. Вот Binance, Bittrex, CoinEx, Max, Upbit. В общем-то, вообще проблем нет, ликвидности много. Теперь, поскольку мы знаем, что токен PART, грубо говоря, стоит в 2 раза дороже, чем токен Hive, а токен Hive стоит 40 центов, будем считать грубо 80 центов. Для простоты подсчета можно сказать 1 доллар стоит токен. И, соответственно, если у нас минимальный вход там в районе 10 долларов с копеечками, то и окупаемость здесь тоже, чисто теоретическая, в районе 2 дней, но рассчитывать стоит дня на 4. В общем, ребятки, с этим разобрались. По мере прокачки наш доход будет также увеличиваться. За это отвечают здесь несколько атрибутов, к которым мы придем чуть попозже. В верхнем углу вы видите количество энергии, с помощью которой мы можем атаковать других пользователей. Как в игре какой-то Clash of Clans или еще в какой-то игре. Эта цифра говорит, сколько атак мы можем сделать. То есть максимум мы можем накопить 8 атак. Вот, кстати, мне одна добавилась. И каждых 4 часа нам добавляется 1 энергия. То есть вот реально, 16 часов назад я зарегистрировал этот аккаунт. У меня есть 4 энергии, и я могу напасть на 4 игроков. И вот эти вот атаки, это второй способ дохода. У нас здесь есть раздел Battle, мы можем в него зайти, увидеть здесь список игроков. То есть, видите, на первом месте у нас вот такой вот крутой прокачанный игрок, у которого сила атаки целых 33. Начинаем мы, естественно, с единички. Всего здесь 269 страниц. Давайте перейдем на 269 страницу. То есть это вот игроки, вот самые слабенькие, которые добавились вот совсем недавно. Вы видите, у них показатели 1-1-1. И я на них могу нападать. Я могу нападать на любого игрока, но, естественно, нападать нужно на игрока, который вас послабее. И нападая на него, мы вот можем забрать определенное количество монеток, которые есть у него. Например, здесь это 0.26, 0.21. Естественно, нам нужно искать, у кого будет пожирнее. Вот 0.49. Можно найти, у кого есть там целая монетка, а то и 2. На таких, конечно же, желающих напасть очень много.
Это у нас второй способ заработка. Но также на нас тоже могут нападать и у нас тоже могут забирать наши монетки. И сейчас самое время перейти к нашим показателям. Первый показатель это наш уровень. На нем заморачиваться не надо, он будет у вас постепенно качаться и на начальных этапах это не играет никакой роли. Второй уровень это наш уровень репутации. Каждый час нам добавляется 1/10 репутации, которая в том числе повышает наш уровень. Об этом тоже чуть попозже. И вот ниже мы видим 6 характеристик. Ну, последнюю можем не считать. И вот 5 характеристик относятся непосредственно к нашему персонажу, грубо говоря. Первая строчка с мозгами это алгоритм. Это, скажем так, множитель, который влияет на то, сколько мы зарабатываем токенов PART в день, в час. То есть он влияет на вот эту вот сумму. Чем больше этот уровень, тем больше у нас заработок в день и в час. Мы можем его спокойно прокачивать. Второй показатель это Power. Это наша сила атаки. От нее зависит, насколько мы успешны будем в атаках. Если мы перейдем назад в Battle, и мы вот видим первый показатель, первая строчка, вот это уровень атаки наш и наших соперников. Второй уровень это уровень защиты. Следующий показатель это Fortification. Это наша защита. Чем выше наша защита, тем сложнее на нас напасть. То есть и от соотношения вот этих двух показателей сила и защиты зависит от того, кто победит и кто проиграет. Если у меня защита 3, то на меня нападать человеку, у которого атака меньше 3, не очень эффективно. Нужно нападать на людей, у которых защита меньше, чем у вас атака. Желательно там на 2 очка. Дальше я вам покажу, у меня как раз здесь 4 очка, мы проведем с вами атаки. Следующий показатель это Golem Charging Station. Это тот же показатель, который вот видите внизу есть формула, который совместно с первым показателем алгоритм влияет на количество зарабатываемых нами монет. То есть вот эти вот два показателя, алгоритм и Golem Charging Station, влияет на наш заработок вот этот, на то, сколько мы в пассиве можем зарабатывать. Следующий наш показатель это Faith, это вера. От того, насколько прокачан этот показатель, зависит, какую часть от сбережений соперника, на которого мы напали, мы можем забрать. Допустим, у противника есть там 2 монеты, но когда мы на него нападаем, мы не забираем 100% дохода, мы забираем какую-то часть. И вот от этого показателя зависит то, насколько много мы сможем забрать у нашего противника. Также этот показатель влияет на шанс получения дополнительных монеток Shard. То есть в игре основной токен это PART, но есть также вот это второй показатель, это Shard. Такая вот пирамидка, это тоже токен, который стоит денег, но на который сейчас применения нет. Если вы здесь вот внизу нажмете, вы увидите Trade Shard, вы можете перейти и продать эти токены Shard, но я не рекомендую сейчас их продавать, их стоит поддержать. И если вбить сюда стоимость 1 Shard, то вы увидите, что он в принципе стоит так же само, как и токен Hive, то есть грубо говоря 40 центов. Игра у нас на данный момент находится в альфа, версия 0.8.34, и потому, по слухам, по информации, которая ходит в сети, рекомендуется токены Shard держать, то есть у них в будущем будет свое применение, и потому они могут существенно вырасти в цене, то есть пока стоит придержать. В общем-то, решайте сами, можете и продавать, если вы хотите максимально быстро выйти в ноль, то можете их и продавать. Ну а теперь давайте перейдем немножко к практике и посмотрим на соотношение, как влияет атака и защита на нашу успешность в атаке и в защите своих собственных средств. Потому что, как видите, у меня сейчас намайнилось 1,5 монетки PART. Любой игрок может на меня напасть и попробовать украсть у меня эти монетки. Также здесь еще есть парочка показателей. Вот эта циферка 100%, она говорит о том, сколько процентов от наших намайненных монет мы сможем заклеймить. То есть по умолчанию он у вас 100%. И если ваш вот этот показатель будет падать ниже 75, то вы не сможете забирать в полном объеме вот эти намайненные монетки. Ну а если ваш показатель упадет вообще ниже 25, то клейм у вас вообще станет недоступным. То есть этого допускать нельзя. От чего же зависит этот показатель? Грубо говоря, таким образом, используя вот этот показатель, разработчики заставляют нас прокачиваться. То есть в идеале нам нужно 75%, если мы играем в долгосрок, то есть нам нужно 75%, плюс 50-75% от заработанного инвестировать в прокачку нашего персонажа. Это по факту мы сжигаем монетки. Здесь идет речь о сжигании. Когда мы прокачиваем какой-то параметр, мы тратим монеты, это происходит сжигание.
То есть, если ваш показатель сильно упал, то прокачайте какой-то там 1-2 параметра и посмотрите, насколько он у вас вырастет. Но этот показатель напрямую зависит от того, сколько вы заработали и сколько вы сожгли. Как видите, я за сутки сжег 5 монет, я прокачал силу до уровня 2 и Fortification до уровня 3. То есть я потратил 5 монет. А заработал я, заклеймил всего 3 монеты. Ну, соответственно, у меня показатель положительный, я потратил больше, чем я заработал, потому у меня показатель 100%. Забирать монетки в этой игре мы можем каждых 8 часов. О чем нам вот сверху написано. You can claim every 8 hours. Вот если у нас здесь горит мешочек, значит я могу в любое время, и написано ready, значит я могу в любое время эти токены забрать. Ну, что мы чуть позже с вами сделаем. После того, как вы заклеймите монеты, у вас пойдет отсчет на 8 часов. Соответственно, перед тем, как забирать монетки, вам стоит выполнить все бои. Вам нужно попытаться заработать, украсть денег максимально много у других игроков и сразу же их забрать. Потому что ни в коем случае нельзя оставлять на балансе большое количество монет. Потому что на вас будут нападать и будут пытаться у вас украсть эти монеты. Слева в углу вы видите лог. Здесь все ваши действия. Вот как видите, я прокачивал. Вот Upgrade Power, Upgrade Fortification. Вот статистика моих боев. Видите, проиграл, победил, проиграл, победил и так далее. Заклеймил вот 3 токена. Вот, заработал вот 0,1 опыта и так далее. Также давайте посмотрим вот на интересный показатель. Этой ночью, вот в час ночи, меня атаковал игрок. И я потерял 1 монету. То есть он у меня украл целую 1 монету, ребята. Потом следующий игрок атаковал меня в 6 утра, и он тоже смог украсть у меня 1 монету. А вот игрок, который атаковал меня почти в 9 утра, он не смог у меня украсть ничего. И в ответку на это я, наоборот, заработал. То есть, если вы напали на игрока и проиграли, то вы ему отдаете небольшую часть. Ну, как видите, 1/10 токена парт за проигрыш. То есть, сумма небольшая. Также в этом логе можно посмотреть, клацнув на игрока, который вас атаковал, посмотреть его показатели. И мы видим, что человек, который меня атаковал, у него уровень атаки 3 и уровень защиты 3. То есть это на самом деле был не лучший вариант для него. У меня защита 3, а у него атака 3. Как я говорил в начале, нужно атаковать игроков, у которых будет на 1-2 очка защиты меньше, чем у вас атаки. Но ему повезло. Это реально человеку повезло. Второй человек тоже имеет атаку 3. И ему тоже, в общем-то, можно сказать, повезло, потому что там шанс был меньше, чем 50%. То есть и он тоже у меня выиграл и украл целую 1 монетку. Хотя у него у самого защита 2. Кстати, его я могу проатаковать, но, как видите, у него мало очков. Это как бы неинтересно. Теперь давайте перейдем в битвы и будем смотреть, да, как моя атака силой в 2 соотносится, ну, с защитой игроков. Давайте идем в режим батл. Понятное дело, что мне нужно атаковать самых слабых. Это переходим на последнюю страницу. То есть мне нужно атаковать того, у кого защита, ну, 1. Ну, максимум 2. Сейчас мы посмотрим, какие будут у меня шансы. Если у человека есть вот такой значок топорик, значит я могу его атаковать. Если у человека стоит вот щит, значит его недавно атаковали и у него стоит защита. Защита ставится на небольшой период времени, по-моему, минут на 40. Точно сейчас не помню. Давайте сейчас будем смотреть. Допустим, я захочу атаковать вот этого человека. У него показатель 1. И у меня шанс на победу 62,5. С довольно большой вероятностью я смогу его победить. Если бы у меня была атака 3, то есть на 2 больше, чем у него защита, у меня бы был здесь показатель, по-моему, где-то в районе 75. Вот здесь есть удобные фильтра. Давайте сейчас выберем человека, у которого защита 2. Вот люди, у которых защита 2. Допустим, я нажму атаковать на него, и вы увидите, что мой шанс на победу 45%. То есть меньше, чем 50%. Вот потому как бы стоит атаковать людей, у которых защита ниже, чем ваша атака. Желательно на 2 очка. Я поставлю показатель защиты 1. И давайте попробуем сейчас найти игрока, у которого будет, ну, минимум 50 монеток. Ну вот, допустим, я нашел человека, у которого 0,47 токена есть. Какого-то жирненького человечка мне не попалось со слабой защитой. Тут нужно будет отслеживать, скорее всего, за временем. Допустим, атаковать ночью. У людей будет в тот период больше очков. Ну, так как у меня человек смог украсть целую монетку. Потому что это была ночь, и я в то время спал. Так что здесь есть, в общем-то, свои хитрости.
Ну и я заберу, как видите, 100% от того, что здесь я вижу, если я держу победу. Шанс у меня 62%. Ну давайте будем атаковать. На самом деле вчера у меня был очень неудачный день, потому что я атаковал с шансом 62%, а половину битвы я проиграл. И смотрите, опять же я проиграл. Ну это просто какая-то, ну, нереальная невезуха. Почему я проигрываю при 62%? Слишком часто, как по мне. Атакуем второго человека. Ну, понимаете, если я сейчас опять проиграю, это будет просто уже мистика. Но нет, я все-таки выиграл и забрал 46 монеток у этого человека. И как видите, у него стала защита. Защита ставится до момента, пока он не заберет монетки, или вот до того определенного времени. Так, кого еще здесь можно проатаковать? Давайте вот это вот проатакуем. 44 цента у него. Я победил, забрал. И, кстати, я могу повторно, что ли, атаковать. Это тот же человек или нет? 47 центов. Ну, давайте. Давайте еще раз. Последнюю свою атаку потрачу. Будь как будет. И я проиграл. Потерял 0.15. Ну, то есть, получается, не очень как бы хорошо. Я 2 боя выиграл, 2 боя проиграл. Давайте вот, в принципе, мы можем перейти сюда. У меня, видите, появилось 2 токена. Давайте я сразу их заберу от греха подальше, чтобы меня никто не бомбанул в этот момент. Заберем свои монетки. Отлично. Сообщение. Клейм произошел успешно. Сейчас они появятся вот здесь, но раньше они появляются в нашем кошельке. О чем сейчас, в общем-то, я начну вам рассказывать. И вот видите, 2,3 токена парт. Вот они у меня здесь появились. Я эти 2 монетки могу потратить на прокачку. И в моем случае лучше будет потратить на Fortification. То есть еще насобирать 6 монеток и потратить на защиту. На данный момент считается оптимальным для начального уровня иметь защиту 4 желательно, чтобы вас не грабили. Ну и как видите, да, я 2 битвы выиграл и 2 проиграл. Что на самом деле по статистике не очень корректно. Собственно говоря, и вчера у меня тоже были такие показатели. При том, что шанс на победу у меня был 62%, я большую часть битв проиграл. Я не думаю, что здесь есть какие-то проблемы с механикой. Также еще было, как помню, в игре в кальмара. Там реально можно было и при том, что у тебя шанс на победу, например, 90, можно было проиграть и 2 раза подряд, или 3 раза подряд, а потом 20 битв или 30 битв выигрывать. То есть процент нужно смотреть на большом промежутке времени. Теперь давайте еще вкратце про стратегии, которые здесь есть в игре. Ну, соответственно, у нас 2 способа заработка. Это пассивный майнинг и активные атаки. Исходя из этого, у нас 2 способа игры. Первый способ — это пассивный способ. Вы не хотите никого атаковать, вы хотите максимально много зарабатывать и чтобы у вас максимально мало воровали. Для этого вам нужно что делать? Нужно прокачивать 3 параметра. Первый параметр — это алгоритм, вам нужно качать. И второй параметр — это голем чарджинг. То есть благодаря этим 2 показателям вы сможете зарабатывать больше. Но чтобы у вас не воровали, вам также нужно прокачивать параметр fortification. То есть он должен у вас быть, ну, минимум 4, чтобы, как говорится, спать спокойно. Ну, даже при этих раскладах вам никто не мешает. Но даже при том, что вы выбрали пассивную стратегию играть от защиты, очки вам все равно начисляются. И я рекомендую вам хотя бы power качнуть на 2, чтобы вы могли бомбить новичков. Это будет вам такой небольшой бонус. Ну а основные очки вы вкачиваете в добычу и в защиту. Ну и, соответственно, второй уровень, я так понимаю, он сейчас у нас основной. Давайте мы, в принципе, зайдем в битвы и посмотрим на игроков первого уровня. Смотрите, что у нас здесь есть. Смотрите, первый игрок играет больше от атаки. У него атака 33, а защита 28. Как бы тоже сильных перекосов нет. Второй игрок у него вообще практически ровно. А вот третий игрок, наоборот, играет от защиты. Вы посмотрите, у него 32 защита и всего лишь 17 атака. Вот еще игрок, который играет от защиты. У него Fortification. На самом деле, ну, здесь как бы, видите, либо у игроков плюс-минус поровну идет прокачка, либо играют даже, я бы сказал, больше от защиты. Вот Fortification больше, чем атака. А вот игрок, который играет чисто от атаки. У него сила атаки 22, Fortification у него 1. И Fate. Ну, Fate — это, понятно, параметр, который нужно прокачивать для атаки, чтобы больше воровать. Вот это у нас человек, который чисто в атаку пошел. Ну, как вы видите,
на любой стратегии можно неплохо себя чувствовать, потому что, видите, здесь нет какого-то явного одного варианта. Ну, преобладает, скажем так, какой-то баланс. Ну, я бы сказал, это, наверное, из-за того, что люди еще сами не определились, что они хотят делать. На мой взгляд, эффективнее будет идти все-таки либо в атаку, либо в защиту. Аккаунт с балансом, мне кажется, будет более проигрышным. В общем-то, видео получилось катастрофически длинным, решил разбить его на две части, но эти две части выйдут сразу одновременно, так что смотрите, первая часть это у нас как зарегистрироваться, а вторая часть это будет про механики игры, про стратегии игры и объяснение интерфейса и всего подобного. Так что смотрите на канале, смотря какое видео вы смотрите. Если смотрите видео про регистрацию, то есть на канале видео про стратегии и механики, ну и наоборот. В общем, на этом буду заканчивать. Видео и так затянулось. Если видео будет вам интересно, вы поставите побольше лайков и комментариев, то я буду дальше снимать видео по этой игре. Всем пока!